Я опять купил нетоп, и да, мне опять понравилась эта покупка. Кроме того, что это, наверное, лучший мини-ПК в плане производительности за свою цену, так это еще и отличный вариант для экспериментов. Но обо всем по порядку. Покупал я этот нетоп на Алиэкспрессе почти за 22 тысячи рублей. Приехал быстро, вот в такой вот не очень красивой коробочке, упаковано хорошо, а в комплекте кроме нетопа и Type-C питания имеется очень удобная подставка, резиновые ножки на двухстороннем скотче, коннектор для SATA накопителей и все. А где весокрепление? Очень странно, конечно, но да ладно, переходим к самому нетопу. На борту у него инженерный Ryzen 7 6800H. Сам продавец заявляет, что инженерные варианты примерно на 10% слабее, но как по мне не страшно, да и цена весьма вкусная за такую производительность. Сам же 6800H это 8-ядерный 16-поточный процессор с теплопакетом в 45 Вт и максимальной частотой в 4700 Гц, что дает весьма и весьма существенную производительность. Встройка тут 680M, которая чуть слабее GTX 1650, что весьма неплохо, ведь одна такая карта стоит почти как весь этот нетоп. Сам же мини-ПК в белом исполнении и с RGB подсветкой. Причем есть даже кнопка регулировки этой самой подсветки с возможностью отключения полностью. Охлаждение у него не идеальное, но со своей задачей справляется. Причем относительно тихо. Да и в целом визуально он мне нравится больше своих конкурентов. На плате есть два слота под DDR5 память, уже установленный Wi-Fi модуль, M2 разъем и возможность установки SATA накопителей через тот самый коннектор в комплекте. В общем, мы получаем классический и красивый нетоп с весьма мощным железом за небольшие деньги. Докупив накопители и оперативную память, можно легко уместиться в 30 тысяч рублей. Брать уже комплект с АЗУ и SSD я не решился. Во-первых, это дороже, чем брать самому, а во-вторых, я не знаю, что туда запихнут китайцы, поэтому рисковать не очень хочу. Установить же я решил 32 гигабайта АЗУ двумя планками и два диска по 500 гигабайт. Один NVMe, другой SATA. Зачем, расскажу чуть позже. Вышло у меня все примерно в 35 тысяч рублей, и думаю, собирать такой нетоп дороже уже не будет иметь смысла. При запуске видим вот такую вот кастомную китайскую картинку. Сразу же переходим в BIOS, он максимально стандартный для подобных нетопов. Из важных настроек можно выделить управление питанием, выделенную память под видеоядро и скорость АЗУ. Питание тут настроено с завода на рекомендованные 45 Вт. Память я выделил 4 гигабайта, а вот тайминги и частоту поменять просто нереально. Причем частоту BIOS-то берет и даже запускается в систему, только вот толку никакого, ибо эта частота просто игнорируется процессором. Я так понимаю, дело в том, что это инженерный, и возможно у него максимальная частота АЗУ ограничена с завода на 4800 по JEDEC. Ну что ж, обидно конечно, но не критично. Даже без этого производительность у нетопа хорошая. Переходим к тестам. На стандартных настройках питания и охлаждения получаем 79 градусов в пике при 15-минутном стресс-тесте с потреблением 45 Вт, что отлично и говорит о том, что повышать потребление не стоит, а то охлаждение уже может не справиться. CS2 низко-высокие настройки Full HD. В бенчмарке, который хорошо нагружает систему и показывает приближенный к реальности геймплей, получаем средний 120 FPS. Dota 2 высокие настройки без дополнительных эффектов, Full HD, лобби с ботами. И в среднем получаем 90-100 FPS. Да, показатель не идеальный, но дело в том, что я решил выкрутить настройки не на совсем низкие, а прям приближенно к максимальным. И в принципе стабильный 90-100 FPS в реальной катке мне кажется более чем. The Finals все так же Full HD, настройки на минимум, кроме текстур и дальности прорисовки. В активных сценах со взрывами получаем в среднем 60-70 FPS. Ну и напоследок Minecraft сервер Ammon's New Era. Тут куча ресурс-паков и эффектов, а также весьма тяжелый для отрисовки спавн. Но, к сожалению, у меня не получилось снять лог кадров, поэтому наш нетоп упирается в стабильные и постоянные 75 FPS. И судя по нагрузке, работает он еле-еле в полсилы, что говорит о большом потенциале и запасе мощности, например, для шейдер-паков. Производительность у нетопа хорошая, но оно и понятно. 16 потоков на частоте почти в 5000 Гц, с мощным графическим ядром и 32 гигабайтами АЗУ на борту. В целом этой производительности достаточно для того, чтобы использовать его и как рабочий, и как игровой компьютер. Но у меня появилась идея сделать из этого нетопа настоящего убийцу PS5 и Xbox. Да не простого, а максимально универсального. Для этого я установил на второй диск SteamOS. О том, как это сделать, я рассказывал в этом ролике, ссылочку оставлю в описании. Теперь у меня на двух дисках две разные операционные системы. Одна для игр, другая для повседневных задач. Имеет ли это смысл? В целом, да.
В том же самом CS2 просадки хоть и одинаковые, но местами разница FPS может достигать 50%, из-за чего средний FPS выше примерно на 20%. Причем если останавливать тесты в одинаковых местах и сравнивать, то в основном видно очевидное преимущество в SteamOS над Windows. Так еще и стоит учитывать то, что винда буквально голая, без фоновых программ и прочего, а значит в теории она должна работать лучше, но все равно проигрывает SteamOS. Подробнее про сравнение SteamOS и Windows я расскажу в отдельном видео, а сейчас вернемся к нашему нетопу. За 30 тысяч рублей мы получаем производительный, быстрый, компактный, тихий и красивый компьютер, который можно использовать в любых повседневных задачах для работы, офиса, легкого монтажа видео или графики, игр и даже простеньких стримов. А если хотите чего-то большего, то не выходя за рамки 35 тысяч рублей, можно сделать из этого нетопа универсальную мультиплатформу с двумя операционными системами и буквально превратить его в трансформер, который может стать и консолью, и рабочим компьютером, и аналогом умного телевизора, да даже с собой на отдых его можно взять, а в отеле просто подключить к телевизору и наслаждаться компактным и переносным монстром, покрывающим 80% задач. В заключении хочу уточнить, что, понятное дело, ни о каком киберспорте речи не идет. Для тех, кому важно много FPS, максимальный отклик и так далее, производительности будет не хватать. Как по мне, этот нетоп подойдет тем, кто ищет хороший и стоящих своих денег компьютер для повседневных задач, при этом весьма компактный и простой для перевозки, либо же для тех, кому хочется собрать консоль для игр или второй компьютер для каких-нибудь простеньких задач. На этом все. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, пока!